Всем привет! Россияне настолько набросились на японские автомобили, что не справляется даже порт Владивостока. Конечно, в этом виноват курс рубля и высокие цены на новые автомобили у дилеров. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Спрос на поддержанные автомобили из Японии настолько вырос, что пропускной способности порта во Владивостоке для них уже не хватает. Как пишут местные СМИ, он буквально забит автомобилями, которые импортеры просто не успевают доставлять покупателям. Одной из причин такого ажиотажа называется укрепление курса рубля по отношению к доллару и евро, за счет которого некоторые машины подешевели аж на 60%. Плюс ко всему сказывается беспроблемность переводов от покупателей к продавцам, которые быстро и, вероятно, с минимальными потерями доходят до адресатов. Все это привело к тому, что только за март-июль этого года количество поступающих в порт Владивостока японских автомобилей выросло сразу в 3 раза, а компании-импортеры стали отказываться от свежих заказов из России в силу нехватки транспортных мощностей. Решить проблему, по мнению владивостокских журналистов, могло бы либо уменьшение спроса на японские машины из России, либо рост интереса к ним из других стран, дабы этот поток шел не только на наш Дальний Восток, но и по другим направлениям. Также помочь могло бы снижение цен на новые автомобили у наших дилеров. Тенденция на праворульные авто с пробегом сейчас только начинает набирать обороты. К концу года ожидается еще более сильный всплеск популярности таких машин. Связано это, конечно, в первую очередь с доступностью цен и качеством японских автомобилей. При этом они являются достаточно экономными по расходу топлива и в обслуживании. Скорее всего, резкий рост спроса на японские праворульные автомобили приведет к тому, что продавцы начнут повышать их стоимость. Россияне начали скупать праворульные машины даже в тех регионах, где авто с правым расположением руля традиционно не очень жаловали. На начало этого года в России насчитывалось 10 миллионов 595 тысяч автомобилей японских марок, то есть на них приходится почти четверть российского автопарка. К концу года ожидается, что японцы займут уже треть российского автопарка. Я думаю, что растаможку уже не отменят и не снизят, так как люди и так возят огромное количество БУ автомобилей. Ну и обещанная мною шутка юмора. На похоронах его так хвалили, что вдова 2 раза подходила к гробу, чтобы проверить, кто там лежит. А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Как вы относитесь к авто с правым рулем? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, что за каждой вещью в мире нам слаще гнаться, чем иметь ее.